Соединенные Штаты предприняли масштабную военную акцию в Сирии, нанеся серию сокрушительных ударов по более чем 70 объектам, связанным с террористической группировкой ИГИЛ. Эта операция, получившая кодовое название «Hawkeye Strike» — «Удар ястреба», развернулась в ночное время и охватила северные и центральные районы страны. По данным Центрального командования ВС США, CENTCOM, целями стали командные пункты, крупные склады вооружений и ключевые узлы инфраструктуры боевиков. В операции были задействованы не только истребители и ударные вертолеты, но и дальнобойная артиллерия, причем действия координировались совместно с Иорданией. Ночная серия ударов США по территории Сирии стала одной из самых масштабных антитеррористических операций последних месяцев и сразу обозначила несколько уровней происходящего. От тактического ответа на гибель американских военнослужащих до попытки заново выстроить политико-военный баланс на Ближнем Востоке. Формальным поводом для ударов стало нападение боевиков на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры, произошедшее несколькими днями ранее и приведшее к гибели американских военнослужащих. В Пентагоне заявили, что речь идет об акте возмездия, а не о начале новой войны или расширении американского военного присутствия. Тем не менее, сам масштаб операции, около 70 пораженных целей за короткий промежуток времени, говорит о том, что Вашингтон стремился не просто наказать конкретных исполнителей, а нанести ощутимый удар по всей сети исламского государства в Центральной Сирии, продемонстрировав готовность к жестким действиям. Политическое сопровождение операции оказалось не менее показательным, чем военная часть. Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, в котором связал удары по исламскому государству не только с защитой американских военнослужащих, но и с будущим самой Сирии. По его словам, страна, пропитанная кровью и проблемами, может получить шанс на светлое будущее в случае ликвидации террористической угрозы. Трамп отдельно подчеркнул, что сирийское правительство полностью поддерживает эти действия, что стало важным сигналом о попытке Вашингтона продемонстрировать новый формат взаимодействия с официальным Дамаском, по крайней мере, в антитеррористическом измерении. Его жесткое предупреждение террористам о том, что любой, кто осмелится атаковать американцев, получит удар более мощный, чем когда-либо прежде, было адресовано не только исламскому государству, но и всем негосударственным вооруженным игрокам в регионе. Операция, получившая название Hawkeye Strike, не ограничилась утренними ударами. Уже вечером того же дня стало известно о новых пусках ракет большой дальности. Международная коалиция во главе с США задействовала базу Аль-Шадади к югу от Аль-Хасаки на северо-востоке Сирии, нанеся удары по целям исламского государства в пустынных районах Дейр-эз-Зора, Ракки и Хомса. Таким образом, действия коалиции приобрели характер растянутой по времени кампании, а не разовой акции, что усилило эффект давления на остаточные структуры террористической группировки, рассредоточенные в труднодоступных районах. На этом фоне особенно заметным стал диссонанс между официальными заявлениями американских военных, настаивающих на ограниченном характере операции, и риторикой, в которой все чаще звучит термин «возмездие». Фактически, американская сторона открыто признает эмоциональную составляющую своих действий, что нетипично для прежней риторики о стратегическом сдерживании и долгосрочной стабилизации. Это придает происходящему дополнительный политический оттенок и делает удары частью более широкой дискуссии о роли США в регионе на фоне разговоров о возможном сокращении или трансформации американского присутствия на Ближнем Востоке. Параллельно с американскими действиями все активнее звучат заявления из Анкары. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что, по его мнению, американские партнеры понимают, после ухода США единственной региональной державой, способной обеспечить мир и стабильность, останется Турция. Эта формулировка фактически претендует на роль Анкары как главного архитектора постамериканского порядка в регионе и логично дополняется серией воинственных и одновременно программных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркивает, что развитие оборонной промышленности для Турции – это не только производство вооружений,
но и создание собственной технологической экосистемы, обеспечивающей превосходство в воздухе, на море и, как следствие, на суше. Приводимые им цифры — это рост экспорта оборонной продукции, место Турции среди мировых производителей, и планы по строительству авианосца длиной 300 метров формируют образ страны, готовой к роли регионального лидера, обладающего не только политическими амбициями, но и материальными возможностями для их реализации. На сирийском направлении эта турецкая риторика пересекается с американскими ударами самым прямым образом. Усиление активности США против террористической группировки «Исламское государство» объективно снижает пространство для маневра других игроков, но одновременно поднимает вопрос о том, кто и на каких условиях будет определять будущее безопасности в Сирии и вокруг нее. Турция все отчетливее дает понять, что рассматривает себя как ключевой элемент этого будущего, тогда как Вашингтон, нанося удары, старается сохранить за собой право последнего слова в вопросах борьбы с терроризмом. Дополнительный символический пласт добавило и появление президента Сирии Ахмада аш-Шара в социальной сети X. В своем первом обращении он объявил об отмене санкций против Сирии, назвав этот день началом новой эпохи, и поблагодарив целый ряд внешних лидеров, включая Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также арабских и европейских партнеров. Его риторика была выдержана в подчеркнуто примирительном и мобилизующем ключе, с акцентом на жертвах последних 14 лет, благодарностью народу за терпение и призывом к восстановлению страны. Это обращение прозвучало на фоне американских ударов и тем самым вписало военные события в более широкий нарратив о переходе Сирии от фазы войны и изоляции к фазе восстановления и поиска нового места в региональной системе. В совокупности все эти события — удары США по террористической группировке «Исламское государство», жесткие заявления Вашингтона, растущие амбиции Турции и попытка Дамаска зафиксировать политический поворот — складываются в единую картину трансформации ближневосточного пространства. Борьба с терроризмом остается официальным и общепринятым оправданием силовых действий, но за ней все отчетливее просматривается конкуренция за влияние, право формировать правила и определять, кто именно будет гарантом безопасности в регионе в ближайшие годы. Именно в этом контексте нынешние удары по Сирии выглядят не изолированным эпизодом, а частью гораздо более сложного и многослойного процесса, исход которого еще далек от окончательного. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы оставаться в курсе самых важных и громких событий в мире и на Ближнем Востоке.